Ученые сделали сенсационное открытие. Рядом с гробницей Тутанхамона обнаружены древние артефакты, которые дают новую подсказку к тому, как жили люди в Древнем Египте. Поначалу находка казалась локальной и скромной, будто место упокоения фараона стало микрообъектом даже не музея, а просто запасной кладовой для неких предметов. Однако по мере раскопок стало очевидно, что здесь раньше существовало не просто захоронение, а целый ансамбль надгробий и предметов, характерных для того времени. И что самое любопытное, место последнего упокоения Тутанхамона оказалось ближе к общественному кладбищу, чем мы думали. На ограбляемой территории, в пределах города Луксор, разместилась примерно дюжина деревянных гробов, существовавших примерно в те времена около 3500 лет назад. Возможно, некоторые детали выглядят слегка преувеличенными, но суть остается той же. Речь идет о значимой группе захоронений, находившихся не слишком далеко друг от друга, но, несмотря на это, все равно относящихся к одному историческому контексту. Прежде чем перейти к сути, стоит отметить, 11 гробниц оказалось не совсем рядом с самой гробницей Тутанхамона, но все же в пределах одного и того же города и в соседних кварталах Луксора. Эти новые находки в египетских гробницах могут стать важной ключевой строкой в понимании повседневной жизни древних египтян, ведь именно в подобных находках порой кроются те детали быта, которые помогают реконструировать бытовые привычки, экономическую структуру и культурные традиции эпохи. И если говорить об общем впечатлении, то ученые пришли к выводу, что древние египтяне во многих отношениях близки к нам по основам человеческих стремлений, к желанию украшать свою жизнь, к поиску статуса и к заботе о послесмертной судьбе. В литературной подаче современных находок подчеркнуто отмечается: женщины того времени, подобно современным женщинам, любили красоту и драгоценности. Археологи нашли изящное ожерелье, выполненное искусной рукой 30 аметистовых бусин, 2 бусины из агатова, а также амулет в форме головы гиппотама, символа силы и грации, который, по всей видимости, носили как оберег. Явно можно говорить, что мода и эстетика того времени ценились столь же высоко, как и функциональность предметов, и это отражено в изделиях, найденных в гробницах. В дополнение к этим украшениям были найдены 2 медных зеркала. Одно с ручкой в форме лотоса, другое украшено изображением богини Хатора, богини неба, женственности, плодородия и любви в египетской мифологии. Эти артефакты дают нам ощущение женской роли и символической силы, существовавшей в обществе того периода. Не менее значимым стало открытие, которое добавляет в общую канву загадочности еще одну грань. Впервые за многие тысячи лет были обнаружены фрагменты храмовой долины царицы Хатшепсут. Это имя, которое часто подчеркивается как редкое и вдохновляющее, обозначает одну из самых важных женщин-фараонов в истории Египта. Она полагалась как вторая женщина-фараон, которая правила столь же смело, скрупулезно и мудро, оставив значимое культурное и политическое наследие. Ее храм, скрытый и забытый на протяжении веков, сейчас открывает окно в эпоху, наполненную властью, политическими интригами и духовной преданностью. Археологи сумели заново увидеть пространство, где могли жить и работать те, кто поддерживал правление и культуру того времени. Они обнаружили более 1000 красиво отделанных каменных блоков, что образуют основание погребального храма Хатшепсут, монументального свидетельства геометрии и мастерства древних строителей. Этот факт подчеркивает, что в Древнем Египте было не так уж много женщин, которым удавалось достигнуть трона, и то, что Хатшепсут проживала и правила, оставило после себя не просто память, но и архитектурное присутствие.
Поблизости была найдена еще одна гробница, принадлежащая надсмотрщику дворца царицы Хатшепсут, человека по имени Джахутимес. Это свидетельство расширяет представление о той древней элитной среде, которая окружала царское окружение. В целом, эти помехи не ограничились одной лишь гробницей. Они представили собой целый ряд каменных скал, высеченных в виде пирамид и соединенных с другими структурами, напоминающими ритуальные или защитные помещения. Эти гробницы вырезаны в скалах и выглядят как своеобразные застекленные узоры в камне. Археологи и иные исследователи зафиксировали множество находок: игрушки из глины, маски мумий, крылатых скоробеев и амулеты. Многочисленные артефакты дают возможность понять, что люди того времени действительно придавали большое значение послесмертной жизни и верованиям, связанным с защитой души. К сожалению, не все артефакты дошли до наших дней в неповрежденном виде. Ранее их было намного больше, но за века на культурном слое могли коснуться руки мародеров и случайных любопытных. Тем не менее, исследования оставили нам некую ясность. Сохраняются предметы, которые можно изучать и которые помогают понять обычаи и ритуалы, связанные с поминанием умерших. Среди находок особое место занимают керамика для подношений хлеба и мяса, мотоумем, а также луки, которые связывают владельцев гробниц с египетскими военными. Это свидетельствует о том, что довольно часто захоронения имели военную и политическую функцию, а предметы и символы, размещенные в гробницах, служили связующим элементом между живыми и мертвыми мирскими слоями. Этот обзор подчеркивает, что забота о душе после смерти была не только религиозной позой, но и частью системной социальной инфраструктуры. Нужно отметить и темп эволюции представлений о проклятиях и суевериях, окружающих погребальные объекты Тутанхамона. На протяжении многих лет археологи и энтузиасты паранормальных явлений верили, что вокруг гробницы существует потустороннее проклятие. Это убеждение было усилено загадочной и преждевременной смертью нескольких ученых, которые участвовали в открытии гробницы в 1922 году. Логического объяснения причин их смертей не находили, и многие списывали все на сверхъестественные силы. Однако последующие исследования указывают на иной источник рисков – радиацию. Дискуссии о радиации ведутся давно. Радиация как физическое явление была давно открыта в XIX веке, но у древних египтян ее точно не было. А значит, речь идет о современном источнике риска – токсичных отходах, скрывающихся в глубинах древних захоронений. Согласно новым трактовкам, внутри гробниц могут таиться уровни радиации, которые представляют реальную угрозу для жизни людей, исследующих эти пространства. Упоминания о высоком уровне радиации в гробнице Тутанхамона не являются просто аллегорией. Они подчеркивают реальную опасность, которую представляет посещение подобного пространства. Это особенно актуально, когда речь идет о давних захоронениях, где текстильные и деревянные элементы подвержены разрушению и накапливают радионуклиды. Радиоактивность может возникнуть вследствие присутствия урана и других минералов, иногда встречающихся в камнях и породах, что создает риск для музейных работников, археологов и туристов. В рамках общего контекста можно отметить и то, что радиационные сигналы могут быть зафиксированы не только у Тутанхамона, но и в ряде мест вокруг пирамид Гизы и Саккары, где в стенах гробниц встречаются аномальные уровни радона и других радиоактивных веществ. Это заставляет ученых переосмысливать безопасные методы доступа к таким памятникам культуры. Все это приводит к завидной доле тревоги. Надписи на стенах гробниц
часто содержат предупреждение о злом влиянии и проклятиях. В одной из надписей прямо говорится: «Тот, кто разрушит эту гробницу, встретит погибель от болезни, которую ни один врач не сможет диагностировать». Такие слова усиливали ощущение присутствия чего-то запретного и опасного в глубинах древних сооружений. В эпоху XVIII-XX века эти легенды и поверья становились частью культурного воображения общества, создавая миф о проклятии Тутанхамона. Но современные исследования позволяют рассмотреть эти истории под иным углом. Они выступают как культурная интерпретация рисков, связанных с экспедициями в опасные пространства, а не как сверхъестественные явления. Среди персон, вовлеченных в историю раскопок и открытий, важное место занимает Джордж Картер, Говард Картер, сменивший направление деятельности англичанин, обнаруживший гробницу. Вокруг его судьбы сложился целый клубок легенд и предположений. Считали, что проклятие могло повлиять на него по-своему, и что он оставил после себя не только увлекательные исследования, но и дела, связанные с торговлей антиквариатом для музеев. Есть и слухи, связывающие его романтические отношения с Эвелин, дочерью лорда Карнарвана. Слухи, которые в реальности не нашли достаточного подтверждения, но добавляли драматизма в общую легендарную канву о проклятии. Умер он, как и многие другие участники экспедиций, по разным причинам. Не последнюю роль играл риск, связанный с радиацией и другими факторами. Между тем, возвращение артефактов из гробницы в Египет позже интерпретировалось как попытка закрыть тему проклятия и снять страх перед опасной зоной. Однако история не заканчивается здесь. Существует вероятность, что древние артефакты, если они попали в чужие руки, могли быть предметом утечки и порчи в виде чувствительных материалов. Помимо яркой легенды о проклятиях, в последнее время ученые обратили внимание на неожиданно крупномасштабное открытие под пирамидой Хафры. Итальянские и шотландские исследователи, работавшие в рамках проекта под названием Хафре, нашли под пирамидой Хафре массу структур, напоминающих подземный город. Этот город, судя по всему, состоит из 8 больших вертикальных образований, возможно, это колодцы или шахты, которые уходят под плато на десятки метров. Эти шахты уходят глубже, чем кажется на первый взгляд. Некоторые конструкции могут уходить почти на 600 метров под землю, что делает их одними из самых глубоких подобных сооружений в мире. Визуально представляется, будто это не просто подземные туннели и камеры, а целая система, напоминающая старинный готический замок с 2 огромными камерами странной формы, возможно, кубами или чашами. В них, среди другого, может храниться некий саркофаг или иной артефакт, ранее считавшийся гробницей фараона Хафре, хотя современные данные позволяют предполагать, что это не окончательное место захоронения и что истинный путь упокоения мог находиться в другом месте. Эта находка стала еще более интригующей, потому что камеры, найденные в центре пирамиды Хафры, связаны подземными путями с системой чаще всего расположенных туннелей и камер, уходящих глубже в структуру пирамиды. По некоторым оценкам, доступ к этим помещениям может быть обеспечен через еще более скрытые пространства на глубине около 1200 метров под поверхностью, что дает основание полагать, что древняя архитектура Гизы была намного сложнее и более загадочной, чем предполагалось ранее. В свете этого ученые высказывают гипотезы о связи обнаруженной подземной сети с легендарными залами Аменти, местами, которыми в древнеегипетской мифологии считали вход в загробный мир, место испытаний для души после смерти. По их мнению, эти гипотезы и новые данные могут привести к пересмотру картины о том,
как строились и использовались пирамиды, какие функции выполняли подземные помещения и какие ритуальные практики сопровождали погребальные культы. Для обнаружения таких скрытых пространств применялся инновационный набор технологий. Ученые использовали орбитальные спутники на высоте примерно 700 километров над земной поверхностью, которые посылали радарные сигналы на плато Гиза. Радарные сигналы в сочетании с вычислительной обработкой позволили получить детальные изображения и сборку трехмерной модели подземного плана, включая новоявленные шахты и камеры. Затем по технологии радара с синтезированной апертурой SAR ученые смогли проникнуть сквозь камень и обнаружить 5 небольших комнатоподобных структур, спрятанных глубоко внутри пирамиды. В одной из этих комнат был обнаружен саркофаг, который ранее считался гробницей фараона Хафре, но последующие анализы заставили ученых переосмыслить эту гипотезу. Истинное место захоронения могло быть и в другом месте, не там, где нашли саркофаг. В любом случае, наличие 5 скрытых помещений стало важной связью между подземной архитектурой пирамиды и более широким контекстом культурной и исторической памяти. Кроме того, ученые предполагают, что эти скрытые пространства могут быть связаны между собой сетью тоннелей, камер и проходов, которые простираются под пирамидой и уходят глубже в ее конструктивные слои. В рамках этой гипотезы существует вероятность, что некоторые из этих структур находятся на глубине около 4500 лет по времени создания, то есть их возраст может приблизительно соответствовать истокам цивилизации вокруг Великой пирамиды. Но чем глубже копаешь, тем больше загадок. Возможно, эти пространства не только служили для защиты душ и хранения реликвий, но и были частью некоего древнего инженерного проекта, который позволял держать в секрете многие знания, недоступные посторонним. У некоторых членов исследовательской команды есть убежденность, что новые находки могут привести к переоценке древних цивилизаций, их технологического уровня и того, каким образом они взаимодействовали с Землей и пространством вокруг пирамид. Таким образом, мы сталкиваемся с переосмыслением многих аспектов древнеегипетской цивилизации, не только с ритуалами и погребальными практиками, но и с вопросами архитектурной мысли, городского планирования и технологической изобретательности, которые позволяли строить и поддерживать такие сложные подземные сооружения. Разумеется, многие детали остаются предметом обсуждения и требуют дальнейших экспедиций, дополнительных съемок и анализа материалов. Но уже сейчас можно увидеть, что эти открытия расширяют наши горизонты и дают ощущение, что Древний Египет – это не только собрание монолитных камней и легенд, но и живая история, которая продолжает открываться ученым и людям с любым настроением к загадкам и расследованиям. Возможно, в ближайшие годы нас ждут новые сюрпризы, новые артефакты и новые объяснения того, зачем древние цивилизации строили подземные города, как они их использовали и какие тайны еще лежат под песком плато Гизы. Эти открытия напоминают нам прошлое не застывшее и неоднозначное, а живое поле для исследований, где каждая новая находка может радикально изменить наши представления. Появляются новые вопросы. Какие функции имели подземные города? Как именно древние мастера проектировали и строили такие пространственные решения? Какие технологии использовались для их создания и поддержания рабочего порядка? И каким образом эти пространства связаны с культурными и религиозными верованиями населения того времени? Важно помнить о балансе науки и ответственности. Расшифровка древних секретов не должна превращать археологию в сенсацию ради сенсации, а должна служить сохранению культурного наследия
и уважению к тем, чьи жизни и судьбы лежат в основе этих открытий. Следующие годы обещают не только новые артефакты, но и новые методы исследования, которые позволят нам безопаснее и глубже заглянуть в мир Древнего Египта. Разумное сочетание технологий, филологии, археологии и музейной практики может привести к тому, что мы сможем восстановить контекст и смысл находок с большей точностью, чем когда-либо. И несмотря на неопределенность и риск, люди будут продолжать путешествие в прошлое, ведь именно любопытство, уважение к древним культурам и стремление понять свое место в мире движет науку вперед. Возможно, именно эти подземные города и скрытые коридоры станут ключом к разгадке не одной, а целого набора тайн, которые человечество ищет в песках Гизы, и, возможно, в будущем мы узнаем больше о том, как древние цивилизации строили не только монументы, но и целые миры под поверхностью Земли.